Вы когда-нибудь были одержимы тем, что заставляло вас 24/7 жить лишь предметом одержимости? Когда ты дышишь не воздухом, когда двигают к цели тебя не ноги, когда по твоим венам бежит не кровь. Но вот только, как бы это ни было парадоксально, фильм «Одержимость» не только об одержимости, он еще о нечто более важном. Это канал Jump Cut и добро пожаловать! Чтобы подвести вас к своей идее, мы должны немного войти в контекст. А начнем мы с такого парня, как Дэмиен Шазелл, режиссер фильма. Он из семьи профессоров. Отец преподает информатику в Принстонском университете, а мать историю средневековья в университете Нью-Джерси. Но Дэмиен тяготел к творчеству с самых ранних лет. После учебы он переехал в Лос-Анджелес, чтобы попасть в нужное общество и привлечь внимание к своей первой работе. Первый сценарий для полнометражного фильма, который он начал писать, был «La La Land». Стараясь вертеться в профессиональной тусовке и работая внештатным сценаристом, Шазелл впал в творческий ступор. Как ему казалось, при написании своего мюзикла он попал в тупик и не мог сдвинуть его с мертвой точки. И чтобы переключиться и, возможно, поймать нужные ноты для Лэнда, решил взяться за новый, основой которого был его личный опыт. Дэмиен в средней школе был частью джазового оркестра и видел себя как успешного барабанщика. Я просто думал, что это не работает, поэтому отложил его и начал писать о том, как я был джазовым барабанщиком в старшей школе. К его удивлению, он так переключился, что полностью закончил новый сценарий. Но вот форсировать он его не хотел, так как он был слишком личным. Эти небольшие факты из жизни Дэмиена очень важны для понимания, держите их в голове. Шазелл на интервью в Университете Калифорнии, не особо скрывая, рассказал основную идею фильма. Ему хотелось показать противостояние двух сил – Эндрю и Флетчера. Поднять вопрос, какова цена величия и успеха. То есть, по большому счету, то, что мы видели на экране, прямолинейно трактуется. И, грубо говоря, так и есть. Только, как по мне, это лишь верхний слой. Дэмиен вложил в него намного больше. Главный герой Эндрю Ниман – молодой парень, студент консерватории Шейфера, который хочет стать великим джазовым барабанщиком. Все члены его семьи далеки от искусства и музыки в целом. Только о матери нам ничего не известно. А мать? Чем зарабатывает? Не знаю. Ушла, когда я был маленьким. Значит, в семье музыкантов нет. Ведь она ушла, когда Эндрю был совсем еще маленьким. Он движется к цели с усердием и манией. И в его жизни и на его пути появляется Терренс Флетчер, заслуженный дирижер, из-под крыла которого вышло много успешных музыкантов. Но вот только если ты готов к страданиям, кровью, потом, слезами вымощить себе дорогу, чтобы получить только возможность стать великим. Для многих не секрет, чем закончилась история, но если нет, я дам вам возможность самим ознакомиться с этим великолепным фильмом. Поставьте лайк, сохраните ролик в закладках и возвращайтесь только после просмотра. Ну, а теперь приступим. Эндрю все преодолел и стал тем самым, что в общем последние кадры и символизируют. Обмен взглядами двух главных героев. Вроде все ясно, одобрительные взоры, финальный аккорд и титры, но первостепенно, досмотрев фильм, я почувствовал, что испытываю некое чувство, связь. Будто мне показали то, что я могу понять и прочувствовать. Что первым делом создало во мне сомнения в прямолинейности идеи. Начиная копаться в себе, так и в интервью я пришел к осознанию. Осознание. Вот какая мотивация у Эндрю стать великим джазменом. Для других студентов первостепенно стоит карьера. Хорошо выучишься, попадешь к Флетчеру, тебя заметят и ты успешен. По своей сути дорога к стабильному, хорошему заработку. Я думаю, нам именно поэтому краем показывают, что другие участники живут обычной жизнью. Тусовки, разговоры о половых отношениях. Не все так ужасно. Стриптизерша, а могла бы и в порнушке сниматься. Можно подумать, это лучше. Да, чуток. Словно лишь Эндрю относится к музыке на более глубинном уровне. Единственное в фильме сколь с упоминанием причина – это чтобы о нем говорили и помнили.
Я лучше умру пьяным нищим в 34, чтобы потом обо мне люди за ужином судачили, чем буду богатым и трезвым в 90-е, и никто даже имени моего не узнает. А теперь всех, ищущих истину в первой инстанции, я попрошу отвернуться. Моя гипотеза состоит в том, что истоки мотивации главного героя и причина, почему он решил стать барабанщиком, это мать Эндрю. В течение всего фильма главное имя из мира джаза, которое мы слышим, Бадди Рич. Мы видим его фотографию. Напомню, что вся семья Нимана максимально далека от музыки, что нам и преподносят в эпизоде с ужином. Количество талантов за этим столом превышает все границы. И еще и Энди с его барабанами. Я считаю, что любовь к музыке у Эндрю и амбиции стать лучшим — это некая попытка обрести связь со своей матерью, быть к ней ближе и создать условия, при которых, ужиная в своей уже новой семье за столом, она услышит имя Эндрю Ниман, джазмена, который стал великим. Им движет неосознанное желание. Весь его путь до поворотного момента — это попытка что-либо доказать семье, Флетчеру, девушке, которая стала бывшей, возможно, матери. Он не чувствует, а лишь делает. И это заметно по его игре, как он отрабатывает партии в первых 2 актах и как он растворился в финале. Многие считают, что именно финальные взгляды несут в себе самые важные смыслы. Но лично, как по мне, важен другой, который, как бы странно ни звучало, появился на постпродакшене. Total like faking of what was there, and the reason was because, you know, it was kind of what I'd found in the writing, and what we found again in the cutting room was just that, you know, especially when you have good actors, less is more, you know. Когда Эндрю вновь становится жертвой ситуации, а он весь фильм ей и является, Флетчер его подставил, главный герой встает и уходит, и дойдя до выхода после объятия отца, Ниман не просто решает перестать быть жертвой, но и делает то самое важное, что и заключено в его взгляде. Когда Эндрю увидел ранее в баре Терренса, играющего на пианино, он для него предстал в ином ключе. Агрессивный и резкий Флетчер словно растворился в музыке. Его пальцы мягко текли по клавишам, что контрастирует с его жестикуляцией дирижера. И для главного героя это было примером. Он решает, наконец, обрести себя. Не делает это для кого-то, не стать вторым Бадди Ричем, а отдаться порыву. Просто чувствовать и стать самим собой. Каждый творческий человек испытывал это чувство, когда в один момент кажется, что ты пустой. И лист пуст, ноты не звучат, или кисть не поднимается, как и руки. Тебе кажется, словно это был сон, и тот самый момент упущен. Будто ты разбит на кучу осколков, и как назло под рукой нет ни скотча, ни клея. Это не провал, это лишь часть процесса. Попытка пересобрать себя, чтобы найти нечто новое. Потому что величие не в том, чтобы стать вторым Бадди Ричем или кем-либо еще. Оно в том, чтобы слушать свой внутренний голос, даже если он шепчет. В том, чтобы не бояться разбитых осколков, ведь только из них можно собрать что-то настоящее. Даже Флетчер, мягко играющий в баре, показывает, что самые жестокие наставники когда-то были такими же, ранимыми, ищущими или наоборот боящимися потерять себя. Я при написании этого сценария, сидя за письменным столом, чувствовал, словно все мои слова пустые, что я играю чужую партию. Слова не те или те, что есть, недостаточно. Но потом понял вновь. Творчество — это не мучение, это диалог с собой. Именно в этом диалоге рождается нечто настоящее. Это осознание — бесконечный цикл. Ты помнишь, ты знаешь, как все устроено, но каждый раз все словно ощущаешь заново. И именно эти чувства, это осознание вмиг, раз за разом и толкает тебя к созданию чего бы то ни было. «Одержимость» — это фильм «Не оцени величия». Это не про музыку, а про то, как творить, не боясь разрушиться до основания. Это зеркало, в котором каждый видит свое отражение. Дэмиан Шазелл, пережив ступор, написал историю, которая не о победе, а о принятии, когда Эндрю в финале играет не для Флетчера, не для славы, а для себя. Он не становится великим в привычном смысле. Он становится свободным.